Давайте снова поговорим о том, как начать проявляться эмпатом и представителем 4-й касты. Вот сейчас я снова чувствую, что актуально, чтобы как можно больше эмпатов, звездных душ, людей силы начали проявляться, начали, как бы сказали, заявили миру, что смотри, мир, я есть, я вот такой, как бы и стали себя проявлять такими, какие они есть на самом деле, без притворства, без масок. Вот говорили, что они чувствуют, что они по-настоящему думают, то есть проводить свое настоящее природное естество, такой вот какой ты есть. Вот так вот, как ты выглядишь, как ты говоришь, какой у тебя голос, твоя внешность, вот все. Именно такой, какой ты есть, вот такая вот твоя уникальность. Сейчас мир в ней нуждается очень сильно. И нужно перебарывать себя и начинать проявляться. Я хочу на примере своего опыта вот вам рассказать, что я запустила первое свое видео 31 мая. 31 мая. И могу сказать, что это вовсе не так страшно, как я думала. Я очень боялась, очень переживала, но на самом деле ничего страшного в этом нету. То есть это как бы самое страшное — это сделать первый шаг, но нужно себя перебороть и сделать этот шаг. И дальше продолжить себя проявлять. Потому что ведение YouTube канала — это тоже своего рода духовная практика. Почему ведение YouTube канала — это духовная практика? Потому что оно требует дисциплины. Чтобы твой канал начал развиваться, нужно делать системные действия. Так вот алгоритмы YouTube будут тебя продвигать. Если ты редко будешь записывать, то YouTube не очень будет как бы рекомендовать твои видео. Поэтому здесь нужно дисциплину проявлять. Следующее — это нужно настраиваться на поток своего высшего я и проводить поток. И таким образом ты сам будешь черпать новые знания из своего источника, и выдавать их в мир. Поэтому я вижу, что как можно больше людей, эмпатов, людей силы должны ввести в свою жизнь еще и такую вот духовную практику, как ведение YouTube канала или каких-либо других, кому как нравится, социальных сетей. Что я могу сказать из своего опыта? Что это не так страшно, как я думала. Ничего страшного нету. Мои опасения были, что я как эмпат буду чувствовать это внимание людей в свой адрес, но я ничего я такого не чувствовала. И вывод, который я могу сделать, это то, что это больше в твоей голове находится. Вот как ты себя настроишь, так оно и будет. То есть не нужно бояться, нужно в голове держать не свои страхи, а держать в голове то, к чему ты хочешь прийти. И, соответственно, настраиваться нужно на то состояние, которое ты хочешь иметь у себя. То есть не бояться, не держать в голове, что ты будешь истощен от человеческого внимания, а наоборот визуализировать, как что ты радостный, что ты наполненный, что ты с помощью своей этой деятельности обрел друзей, единомышленников, нашел классных, уникальных людей, твоих соратников, то есть расширил свое поле взаимодействия. Это, мне кажется, самые основные бонусы: встретить, проявить себя и притянуть своих людей, с которыми будешь ты потом общаться. И, кстати, я для этих целей и завела телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании и в первом закрепленном комментарии. Кто хочет общаться, пожалуйста, будем обсуждать. Я уже там повыкладывала свои видюшки.
будем там обсуждать какие-то темы. То еще я боялась воздействия темных на себя, что вот как я начну проявляться, темные начнут меня гасить. Почему я так боялась? Ну, потому что в моей жизни уже была такая событийность, но я пересмотрела к этому отношение, потому что, опять-таки, я вычислила, что нужно в своей голове держать мысли и состояния, к которым ты хочешь прийти, а не свои страхи, потому что ну, ты их усиливаешь, ты как бы внимание. Внимание — это канал, через который идет твоя личная сила. И ты, получается, свою, ну это как можно метафору привести, шланг и вода. Вода — это твоя личная сила, а шланг — это твое внимание. Вот ты куда этот шланг направляешь, то есть куда ты направляешь свое внимание, то будет и развиваться, усиливаться и проявляться. Поэтому ну, лучше об этом не думать. Ну, просто об этом не нужно думать. Стараться управлять своими мыслями и направлять, если возникают вот такие вот страхи, то брать их и переводить, конвертировать их ну, в противоположные, в позитив. Вот так вот. Если, например, по инерции будет что-то появляться, какие-то такие события негативного плана, то просто воспринимать их как тренинг, как прокачка, как усиление себя, как искоренение из себя отживших старых программ. Вот. И если такой будет подход, то все так бодренько и пройдет, и будет складываться самым наилучшим образом. Самый, наверное, большой вывод, который я сделала, что на самом деле всем на тебя все равно. Поначалу будет отклик какой-то, ну ты выложил видео, какой-то отклик, если повезет. Если повезет, то будет на твое видео какой-то отклик, если повезет, да. И этот отклик, он не будет длиться постоянно. Это какая-то вспышка. Это какая-то вот вспышка, загорелось что-то, вспыхнуло. И оно сразу же быстро и погасло. Поэтому бояться этого не надо. Что к тебе кто-то прицепится, вот, внимание какое-то будет. Оно не будет ну, это внимание долго не пробудет, потому что всем все равно. Каждый человек каждый день потребляет огромное количество информации, он думает о себе, о своих проблемах и о том, как решить свою боль и свои насущные какие-то проблемы. Никто там в тебя цепляться клещами не будет. Это все как бы отмазки ума, чтобы не делать то, что нужно. А мы чувствуем. Ну, мы же чувствуем. Вот я, например, чувствовала. У меня была внутренняя сильная потребность завести YouTube-канал и начать себя проявлять. Ну, вот так вот. И я думаю, что все те, кто смотрит такой контент, как я вот сейчас делаю, подобный моему, у вас у всех, вот у тебя, кто сейчас смотрит, у тебя ты тоже чувствуешь эту потребность, и нужно ее реализовывать. Не бойся и ничего не бойся, реализовывай, не будет так страшно. Вот ты сейчас боишься, тебе кажется, ну что-то ты там плохое представляешь. Не надо этого представлять, потому что этого не будет. Вот и если бы я знала, как оно будет, вот как если бы я из прошлого попала вот в ту настоящую точку, где я сейчас нахожусь, то я бы намного быстрее бы завела YouTube-канал, потому что ну нечего тут бояться, наоборот, это интересно, это знакомство с другими людьми. А для меня цель ведения YouTube-канала это в том, чтобы найти, создать пространство единомышленников. Я хочу обсуждать с людьми интересующие меня темы. Ну вот, просто люди, которые меня понимают, и у нас общие темы, и мы с ними это обсуждаем. Потому что возьми
Если страх очень сильный, очень прям сильный, то ты себе как бы, ну, такое вот договорись с собой вот таким вот образом, что ты начнешь выкладывать видео в течение месяца. И если за этот месяц что-то прям произойдет, что-то прям такое, ну, невероятное, ты тогда просто удалишь свой канал и удалишь свои видео, и все. И на этом все закончится. Но поверь, что может быть там первые несколько дней там у тебя будут такого мысли, плана, что ой, зря я это все затеял, я, наверное, удалю. Нет, ты пережди эти мысли, не торопись, не делай горячку, не руби, просто переживи и вот дай себе срок месяц. Вот дай себе срок месяц и посмотри, что будет через месяц. Вот вернись к этому через месяц, и ты посмотришь. Если это ты сделаешь через месяц, вот вернись к моему этому видео и в комментариях напиши. То есть я говорю тебе, начни вести свой YouTube канал и свои социальные сети. Тебе нужно проявляться. Начни уже проявляться. Это важно для тебя и для всего мира. Так что, как сказать, добрый путь. Посылаю тебе лучи любви и поддержки. Ты сможешь, у тебя все получится. Ты умничка и ты молодец.